Особое спасибо хочу сказать тем, кто был на стриме номер 1. Почему? Потому что если бы не вы, то нормального стрима в прошлый раз, это значит вчера, когда мы набрали все вместе 1800 лайков, его бы просто не было. Я понятия, кстати, не имею, сейчас идет стрим или нет, потому что у меня все зависло, как всегда. Но мне, как я понимаю, стандартно говорят, что стримы в принципе зависают. Уведомление пришло не один раз, потому что я нечаянно включил стрим до того, как я не должен был его включать. На данном этапе жизненного развития напоминаю, что стримлю я пока дома. Мне максимум, наверное, осталось месяц до того, как мне доделают ремонт. И я перееду в студию. Ну, студия-рабочее место, но там будет студия тоже, и там будет проще, потому что там будет стабильный угол для стрима, там будет стабильный угол для съемок и несколько помещений для других дел, помимо YouTube. Вячеслав, привет, Серега, здорово, Виктор, привет, IP, привет. И, кстати, нас достаточное количество людей для того, чтобы получилось разыграть, на следующей неделе, в понедельник, часы. Я понимаю, что не для этого подписывалось довольно большое количество людей. Мне очень приятно, что вы подписались. И, в принципе, ничего плохого нет в том, чтобы мы потихонечку что-то разыгрывали. Я сейчас буду пытаться стабилизировать изображение так, чтобы смотреть частично в камеру, но в то же время читать ваши комментарии. Я не знаю, как это делают суфлеры. Но скорее всего у них экраны находятся рядом с камерой. Как мне написал один товарищ, с которым я работал больше 10 лет, Виталик вряд ли является моим спонсором, но все равно мелочь приятна. К чему это все? К тому, что он сказал, ты чего камеры стесняешься? Никаких проблем с камерой у меня нет, у меня есть проблема с тем, что я внизу читаю комменты, а отвечаю уже вам. Идет, пошел, добрый вечер. Добрый вечер, Виктор, добрый вечер, Гонщик, добрый вечер, Серега. И у нас уже... как-то нас 53 человека? Как нас 60 человек, если у нас стрим закрытый? Это очень странно. У них текст перед камерой. Скорее всего, по каким-то непонятным мне причинам стрим у нас пошел для всех. Хотя в сообществе я указал, что ссылка только для пользователей. Ну ладно, значит так оно и пошло. Если подписчики не против, пишем в чате, кстати, друзья. 77 уже, понятия не имею, откуда все. Только спонсоры могут отправлять сообщения в этом чате, потому что этот чат в первую очередь для спонсоров. Каким-то неясным мне образом он стал общедоступным, ну и черт с ним, в принципе. Всем привет, стрим второй день подряд. По большому счету со спонсорами мы должны обсуждать вот эти вот штуки, это триггеры, которые мы сейчас с ними разыграем. Значит нежданчик, да, значит нежданчик, значит кто-нибудь где-нибудь как-нибудь соберется. Понятия не имею, как так получилось, но мне по большому счету и не важно. Почему? Потому что спонсоров достаточное количество для того, чтобы завтра мы разыграли, не завтра, в следующий понедельник Huawei Watch GT 2. Тема сегодняшнего стрима, какая может быть тема? Давайте сделаем тему «Как жить просто и не загоняться». Это довольно странно, потому что, наверное, я точно не могу на нее ответить никаким образом, потому что с утра до вечера я чем-то занят, и ночью я чем-то занят, если я не сплю, и в основном это не развлекушки, но это уже, наверное, возраст. Влад, привет, IP, привет, Паша, привет, Данил, привет. Я так подозреваю, основная масса людей у нас все-таки сегодня спонсоры. Вот, значит, вам всем сообщение пришло, и это хорошо. Вот, 300 тысяч раз уже вот сказал, прямо как-то непривычно. Надеюсь, народ не обидится, что я отключил сообщения для обычных пользователей, потому что изначально подписчиков здесь быть и не должно было быть. Тонкое искусство пофигизма. Давайте начнем с того, что она здесь у меня стоит. Но магия с тонким искусством пофигизма в том, что... Человек-то ее писал не особо расслабленный, то есть то, что он употреблял большое количество наркотиков, ему было хорошо, и никакие моральные проблемы его не трогали, но плюс он попал в струю. Это знаете, как мы все время вставим в пример людей, у которых в жизни что-то там получилось. Кто-то там набрал 10 миллионов подписчиков, 100 миллионов, еще что-то. Но это не значит, что он счастлив. То же самое с деньгами, то же самое с книжкой. Написал человек книжку, он для всех хайповый,
Хорошо заболеть помогает прочистить голову. Смотря как, Алекс Тьюб, заболеть, да, я уверен, что у людей, которые сильно болеют чем-то очень страшным, рано или поздно происходит большая такая огромная проблема с сознанием в плане, что есть важно, а что не важно. Вот. Слово паразит. Виктор, у меня этих слов каждый день как какое-то новое количество, потому что у меня 8-летний ребенок растет, это раз, а два, к сожалению, помимо того, что я креатор на YouTube, то есть я что-то делаю, я помимо этого потребляю, хочу я этого или нет. И тексты потребляю, и видео потребляю. Хорошо, что они не на русском. Антон Золотарев, спасибо за подгон. Вот. По поводу, кстати, все-таки посылок. Я абсолютно зло. Здесь нет, он в прошлый раз выиграл у нас часы. Я дезинформировал на вчерашнем стриме людей, что ему уже пришли. Часы абсолютному злу не пришли, пришли наушники Oppo W31. Человеку, который ждал неделю, Виктор, по-моему, его тоже зовут. А может быть, я уже не помню. Вот, но абсолютному злу вчера я послал их. Часы. Так что завтра я пошлю, скорее всего, триггеры, потому что мне все равно на почту надо. Тот, кто выиграет. Надеюсь, что из моих подписчиков постоянных, спонсоров конкретно сегодня, кто-нибудь да победит. Нам не нужны мысли, векторы. Там есть нужные мысли, векторы мыслей. Книга не руководство пользователя, а повод задуматься. Согласен, Виктор. Но опять же, это из разряда того, что на белой стене один видит белый цвет, а другой оттенок серого, правильно? Вот. Андрей, здорово, добрый вечер, Паша. Ну, нежданчик IP, да, такой вот нежданчик. Если есть у кого-то какие-то вопросы, задавайте, и, наверное, постараюсь на них ответить. Хотя, по большому счету, целесообразность стрима, она такая, не сказать, что сомнительная, но странная сегодня. Не забываем прожать лайк, те, кто не могут написать комментарии, это очень странно. Виктор Викторович, объясни мне, пожалуйста, а могут писать сегодня комментарии все, или ты являешься тоже, получается, скорее всего, спонсором канала? Игорь Чуфаровский, привет, Кнайсэм, привет, Александр Кабор, привет, и Андрюха тоже привет. Пиксель 5 не будешь брать? Вячеслав, дорого. Вот смотри, во-первых, дорого, во-вторых, я же не вывожу тот контент, который у меня есть. То есть я напокупаю вещей, и я не успеваю делать на них обзоры. Если бы я успевал делать на них обзоры, то, наверное, я бы покупал их больше. Это раз. Два, Pixel 5 такая вещь, которую ты купил за 50 тысяч. И не купил вместо этого 2,5 телефона. Или два телефона средненьких, которых легко перепродать, если ты сделал обзор, они тебе не нужны. То есть очень-очень много всяких вещей. Советский Винни-Пух лучший пример пофигизма. Советский Винни-Пух это не лучший пример пофигизма, это лучшее вообще литературное творение, какое только могло быть. Вот. Чат доступен только спонсорам. Антон, я в курсе, но вообще должен был быть даже не чат доступен только спонсорам, а должен был быть стрим по ссылке доступен только спонсорам. И каким-то образом он либо с кем-то скинут куда-то был, поэтому у нас 133 человека. То есть нас должно было быть здесь человек 40. На какой площадке продаешь? Авито, но это не важно. Почему? Потому что, ну это не важно. Это знаете, как у меня знакомые некоторые первое время спрашивали, почем отдашь, я говорил цену. Они думали часа два, а часа два проходило, я уже посылал куда-то кому-то девайс. Логично, что я продаю быстро, у меня нет времени что-то там где-то долго продавать. Если варвар здесь, то я варвару часто скидываю что-то там. Последнее время ничего не скидывал, потому что в основном что-то это либо я разыгрываю, либо у меня остается. Вот, неделю назад было 25 спонсоров, теперь 130. Нет, спонсоров, Дима, всего 40 или 50. 50, по-моему, 10 малых, это те, кто не участвует в розыгрыше. И около 40 человек обычных. Это сейчас у нас непонятно почему появился стрим. Вот. Ну, непонятно почему, появился, так появился. Ничего в этом критичного нет, правильно? Вот. 300 тысяч раз, вот, сказал, самому неприятно. Model Party, ну почти. Model Party, ты откуда, что ли? Ты, скорее всего, здесь Model Party по той причине, что ты являешься редактором канала, вот и все. Варвар, привет. Вячеслав, еще раз привет. Почему такая большая проблема с аккумуляторами у телефонов? Не могу найти нормальный вариант. Замененные батареи умирают очень и очень быстро. IP сначала нужно ответить на вопрос, какой у тебя телефон. То есть, если у тебя, вот, допустим, Huawei P40 Lite, я недавно
получается, продал, я сделал на него обзор, а после этого продал. Прямо здесь, в Петербурге. Мне человек написал в тот же день. И вот он мне жаловался, что он на мейзовские телефоны покупал аккумуляторы. У него довольно быстро этот мейзовский телефон умирал. Все равно. Почему? Потому что, во-первых, модель старая. Просто подделки не продавали. И причин может быть тулярд просто. Я видел на Авито пару ушей, у них были прикреплены твои обзоры. Теперь думаю, твои ли были. Нет, Дима, я принципиально свои обзоры не подключаю к лоту. Почему? Потому что все мои обзоры критичные, и поверьте мне, это мешает продавать товар. То есть, если я добавлю к любому телефону какой-то обзор свой, ничего хорошего из этого не выйдет. Mi 11 я бы точно не продал, если бы там был мой висел обзор. Пользователь КНИСМ, спасибо большое, что перешел на собратья по разуму. Очень странный сейчас стрим получился. Извиняюсь перед обычными пользователями, хотя я не анонсировал этого дела, и по большому счету стыдно мне быть не должно. Сегодня мы общаемся из разряда, я думал, максимум час, но так как нас собралось уже 100 человек, не забываем прожать лайк, те, кто просто пришли. Мне очень жаль, что настройки сегодня без возможности что-то кому-то написать. Женька, привет, с севера на связи. Александр, поздравляю с вольной. Спасибо. Вот видите, как офицеры Вооруженных сил Российской Федерации относятся к увольнению. Поздравляют с вольной. Я думаю, те, кто служил, те понимают. Деградируют не только аккумуляторы, но и железо в телефоне. Да, Виктор, а помимо железа в телефоне есть еще маленькая проблема. Вот смотрите, у вас приходят обновы, а с обновами приходят какие-то там дополнительные функции, в том числе поддержка большей герцовки у приложений. Они начинают кушать больше оператива, они просто начинают становиться более энергоемкими. И раз они не оптимизированы под ваше железо, два, они в принципе больше кушают. И когда вы вставляете ту же батарею, которая вроде бы должна быть бодрая, вы оказываетесь в не очень хорошем положении. Я говорю, это все можно нарисовать, это можно написать с формулами, но по большому счету любому человеку будет понятно, что чем новее девайс, тем более он оптимизирован. Чем он более древний, тем менее он оптимизирован. Во всяком случае, под новую оболочку. Это так же, как про GTS 2, скорее всего, будет завтра обзор. Сегодня, кстати, был обзор вот на эти очки. 155 человек, надеюсь, кто-то из них запомнит данную информацию. Я не пиарю данные очки, просто получилось так, что когда я ехал сейчас в поезде, я ехал с женщиной, ей было 52 года, она офтальмологом, работает в платной клинике 23 года, и я интересовался в первую очередь зрением там, по сыну. Вот. Но и так как у меня с собой было много очков, я у нее реально спросил, говорю, вот вы смотрите, вы каждые полгода она катается в Москву на переобучение. До этого она проработала, понятно, при совке чертову тучу времени офтальмологом в обычной клинике. Я говорю, это дело работает? Она говорит, работает. Я ей показал, какие конкретно у меня есть очки, и она сказала, что вот эти B1, Q1, Q-Can B1 и Q1 работают эгегей. То есть ничего удивительного. Я говорю, мне 37, я с 6 лет торчу у компьютера, какое-то время у меня начало зрение садиться, я стал кушать черника форте, она говорит, ну логично, 4 таблетки черника форте равнозначно тому, что ты съешь 3 килограмма черники, и, соответственно, тебя еще должно не вывернуть, ты все это должен каким-то образом усвоить. И это не единственный разговор в моей жизни с офтальмологом, просто до этого они были примерно такие. Помогают, мне говорили, помогают. И вот она мне разжевала, что эти штуковины по-настоящему снижают нагрузку на зрение. Я не пиарю Xiaomi, я пиарю в принципе все любые дорогие очки защиты от зрения. То есть вот эта вот штуковина, она в Китае, если вы живете в Китае, либо рядом с Китаем, в Благовещенске, стоит 900 рублей. И даже эти очки за 900 рублей, они работают. Понятно, что вот эти там, допустим, стоят 2300, по-моему, сегодня я только выгрузил обзор. Redmi B1 без фотохромного эффекта. У этих прикол в том, что ты выходишь на улицу, они у тебя темные. Не очень красивая картинка в ролике, я не особо себя улучшал, то есть там у меня борозды в виде моих морщин на лице, гигей и йо-хо-хоу, но мораль была проста, то есть стеклышки становятся темными, это удобно. Не успеваю отвечать, заказал Vivo TVS 2019, продавец ТТТ не дошел, открыл спор. А дело было не в ссылке, дело было и не в продавце. Сейчас очень много товаров, у меня, допустим, ZEP-E, если кто помнит такие часы, я их за 19 тысяч купил 11 ноября.
И 11 ноября, сейчас у нас 15 февраля, они еще не пришли. Мне не пришла машинка Джимми, мне не пришли Feel CC2, хотя я заказывал их тоже до, по-моему, даже 11 ноября. И все они кое-как надвигаются. То есть вполне возможно вы вернете себе средства, вполне возможно вы все равно получите в перспективе свой товар, но не расстраивайтесь. Еще раз повторяю, что все спонсоры могут мне писать в личку. Просто пишите имя и пишите спонсор. Почему? Потому что вы спонсор канала. Это, я думаю, честно. Всем остальным, кто сейчас смотрит стрим, прошу вас писать в телеграм-канал общий. Он будет в прикрепленном комментарии, либо в любом вообще ролике. Я сейчас здесь ничего не прикреплял, ни ссылки на телегу, ничего. Потому что я думал, что у нас здесь будет 40 человек, а нас здесь 170. Все бывает, так сказать. Ну ничего страшного. У меня самые дешевые Xiaomi Turok Steinhardt за 600 рублей уже 3 года. Разница с ними и без неба и земля. Сергей, да, спасибо большое за эту информацию. Я еще раз повторяю, эта штука работает. То есть вот у меня слева экран на 34 дюйма, передо мной экран на 17 дюймов. Чертова туча экранов из телефонов. Кстати, всех бесит, когда я машу руками. Мне написали, что чувак, ты думером становишься. Джимми от Сузуки, да, Вячеслав, Джимми от Сузуки, я очень надеюсь, что я ее когда-нибудь получу, наконец, потому что я ее заказываю второй раз, первый раз она вообще никуда не ушла, так же, как я 2 раза заказывал по 19 тысяч Xiaomi-шную читалку, и она тоже ни разу не ушла, точнее, второй раз она как будто ушла, а потом оказалось, что она никуда не ушла, потому что я все, как вы, отслеживаю. Дальше, про очки в обзоре нет ссылки на тот магазин, где ты покупал. Есть, и она идет стабильно. Сейчас я скажу где. Покупать здесь. Ага, я как всегда стормозил. Очень жаль, потому что, я говорю, это мой, как это называется, крест. Крест тупизма, не знаю, потому что я очень часто косячу в обзорах, но потом доделываю. То есть вы мне пишете, нет ссылки, нет еще чего-то. У меня была вообще политика первые 1,5 года, я вообще в принципе никакие ссылки не добавлял. Очень долго ругался в комментариях, какого черта от меня их в принципе хотят. Потому что, ну, как бы, ищите сами, название есть. Но, как я прекрасно понимаю, людям, во-первых, лень. А во-вторых, была ссылка, но она была в прикрепленном комментарии, она почему-то не работает. Ясно? Сейчас 5 секунд. Очень странный стрим. Я очень прошу прощения перед теми, кто здесь нечаянно оказался. Но спонсоров я, как обещал, в 9 так и начал. Кстати, кто нечаянно попал на стрим, когда я его запустил за 8 минут до. Когда стримы были без лица, руками также жестикулировали. IP, к сожалению, я жестикулировал руками в 10 тысяч раз больше, и поэтому у людей начинались определенного рода приступы. И ничего в этом удивительного нет. Мне потом писали, меньше двигай, больше говори. Без лица прям дум был. А сейчас, значит, не дум. Наоборот, рад. Окей. Влад, никаких, наверное, только китайские версии. Да, кстати, отметьте, что спонсоров было больше, когда у меня лица не было. Что это значит? Значит, нечего лицо пихать свое в телевизор. Очень любишь жестикулировать руками. Валдис Пельш. Ага. Ну это все мимика. Я же про это и говорил, что получается это как безумная обезьянка из разряда того, что пытаешься каким-то образом людей развлечь. И это нормально, потому что мы приходим, чтобы пообщаться, и если мы общаемся, логично мы хотим какой-то информации, а желательно еще позитивных эмоций, правильно? Потому что кому негативные эмоции нужны? В принципе, вот этого вот из разряда вокруг одни какашки, на вентилятор еще фекалии покидать, рассказать, какие все моральные уроды. Это фишка Ютьюба, и по большому счету для этого люди, наверное, сюда и приходят, потому что в основном мы за глаза это говорим. Я не знаю, я, по-моему, всю жизнь в лицо какие-то глупости говорю, да, Евгений? Вот, за что мне, кстати, очень часто стыдно. Поэтому на Тьюбе, наверное, надо позитив сеять. Вот, мое мнение. Я попал нечаянно на стрим, когда фальстарт был, сигналил в чате как мог. Алекс Тьюб, да ничего так-то и не было, по-моему, ты единственный там и был. Было забавно, когда ты написал «нас заметили». Я думаю, нас, ты был всего один. Игорь Князев, здорово, приятно, что ты зашел. Очень странный стрим сейчас получается. Я не знаю, я его, наверное, даже удалять не буду. Будет такой экспириенс из разряда «мы пришли поболтать». Поболтать со спонсорами, и кто-то там еще параллельно смотрит. В принципе, большое количество людей смотрят и не пишут комментарии. Ничего, что мы сейчас рассуждаем, да? Я не постоянно отвечаю на ваши вопросы, я обязательно отвечу. На канале были топы колонок? Нет, на канале, к сожалению, не было топов колонок. И сейчас объясню почему. Сейчас.
Radio онлайн включу, потому что совсем как-то грустно. Человек придет и скажет, мало того, что голос какой-то нудный, эхо, так еще и музыки нет, правильно? Инвестиции в Тинькофф Ого. это просто. Реклама пошла. Реклама плохих банков. Продайте душу дьяволу. Хотя хороших банков, наверное, не бывает так-то. Так, и пробуем. Да, Александр, какашки в лицо летели, но по делу. Да, ну, я надеюсь. Не, ну, Жень, не с тобой же ж. Дальше. Итальянцы в роду есть, они так жестикулируют при диалоге, аж подойти невозможно. Не. Мне кажется, что вот что, а морда лица у меня, к сожалению, славянская. Широкий нос, что не промажешь, лоб то же самое не промазать. И, в общем, полный банкет, я считаю. Хотя смотря как смотреть. Капитан Самолет тоже любит говорить правду в лицо. Я не знаю, кто это такой, но хорошо. Да не, я как раз про то, что это все не важно. То есть в жизни нужно это делать, а в сети это все лирика. Ну, как бы из разряда на публику. Почему, к сожалению? Ну, вот так. Да, Александр, а вы по поводу топов колонок. Не было обзора на эту колонку, на Motion Plus не было обзора на Соньки, который я еще раз рассказываю, что благополучным образом прибежал и купил на Тмоле, по-моему, да, на Тмоле. И помимо того, что я купил на Тмоле их, я умудрился их получить в течение 2 дней, так как я сейчас нахожусь в Петербурге. И помимо того, что я их получил в течение 2 дней, я понял сразу, что вот эта синяя колонка Sony, она своих денег не стоит. Ну вот 4000 за красоту может быть, но 7000 однозначно нет. Еще хотел сегодня сказать, так как это был стрим для спонсоров, что вот видите, в обычной жизни я могу надеть футболку твое, чтобы вы не подумали, что я ее рекламирую, а получилась какая-то печаль. Все бывает так сказать, потому что мимо я могу не пролетать, да? У кого есть дети, те поймут всю глубину глубин. А все банки это бизнес. Да, конечно, бизнес, и иногда они помогают, и я, к сожалению, ими тоже пользовался и пользуюсь, и буду пользоваться, потому что без, как говорят правильно, без кредитов, во-первых, никуда, во-вторых, в определенном смысле кредитные деньги единственные, которые могут в какой-то момент спасти. Стрим. Розыгрыш зачем-то указал. Покупать здесь это, если что, будут на очки. В общем, прикрепленный комментарий не сделать, но в описании я сделал телеграм-канал со скидками. Давайте я еще в описании, если вдруг кто-то новенький зайдет, не забываем новые, кто зашли, ставить лайк за друты. Александр Васильев, привет в тусовку. Мы подождем, может быть, кто-нибудь еще добавится, и тогда сделаем сегодня розыгрыш. Розыгрыш у нас простой. Розыгрыш у нас триггеров сегодня. 5 триггеров, ну не 5 триггеров, 4 триггера комплект. Был обзор на канале. Будет еще 2 комплекта для всех подписчиков розыгрыш. И Huawei Watch GT 2. Тоже розыгрыш. Но он не сегодня, он будет в следующий понедельник, уже железно, учитывая количество людей. Вот. Девиз банкира: если ты не украл, считай тебя... Да нет, ну у банкиров, поверьте мне, вот у меня есть знакомые, которые работают в банках. И я бы сказал, что я надеюсь, что они меня не смотрят. Но мне кажется, что у них морально-этические проблемы. Это в плане того, что... Если ты ничего кому-то не продаешь из доп. Услуг, еще чего-то, то ты не зарабатываешь. А если ты не зарабатываешь, твоя семья не живет хорошо. Жизненный уровень и уровень жизни. Понятно, кто мне это говорил. Надеюсь, этот человек сегодня увидит этот стрим, хотя очень сильно сомневаюсь. Вот. И у тебя дилемма простая. То есть, либо ты объегориваешь народ чуть-чуть, то есть заставляешь его рисковать. Он иногда выигрывает, иногда проигрывает. Либо второй вариант, ты объегориваешь свою семью. То есть ты идешь в банк на фиксу, допустим, ты работаешь с физиками, либо випами, либо еще кем-то. Понятно, что сейчас постоянно все меняется, но если ты кредитный тот же эксперт, то вполне возможно, единственный твой вариант как-то в этой жизни заработать, загасить ипотеку, купить машину, это обманывать. А люди, например, как я туда иду, я четко знаю, что я там беру ипотеку, я отказываюсь от страховки, хотя она на процент дороже будет, и это вроде бы невыгодно, если ты не планируешь загасить это все дело за полгода. На тебя смотрят как на дурачка, но ты-то знаешь, за сколько ты планируешь это дело загасить. И в этом случае имеет смысл сесть и посчитать. Если ты не планируешь гасить все быстро, понятно, нужно. Это я куда-то уже в дебри ушел. А если кратко,
каждому человеку нужно в первую очередь думать. Условия розыгрыша, напомните, пожалуйста, никаких игр, вы просто должны быть спонсором канала и все. Вот. Ну их там два уровня. На первом уровне они имеют возможность приходить на стримы закрытые. Это закрытый стрим, который закрытым не оказался. На прошлой неделе тоже был закрытый стрим. Если вы спонсор, то вы можете его посмотреть. А в следующий понедельник стрим будет железно закрытый. Вот сейчас я просто-напросто нечаянно начал его общий. И по большому счету это же никому не мешает. Не забывайте прожать лайк. Зло абсолютное. Бывшие банкиры не все такие. Те, кто работают в веб-офисе и ничего не впаривают никому. Зло абсолютное. Я вообще не считаю это плохой профессией, если на то пошло. Я тебе говорю, что просто-напросто моя позиция, это правильно, банки это зло. Ну, как бы лучше к ним не обращаться. Потому что обычно люди к ним... Это как очень часто люди обращаются к религии, к сожалению. Не от хорошей жизни, а от плохой. Что-то происходит. Вот мои знакомые, к сожалению, в религию приходили не с чистым сердцем, там, то есть получили 10 золотых медалей, купили 5 машин, и все у них круто, и они пошли. Нет, какая-то штука происходила в жизни. Вот то же самое мы идем в банк. Я иду в банк брать ипотеку, кредит или еще что-то не потому, что у меня карманы ломятся, а потому что мне не хватает, правильно? Александр, первую квартиру по военной ипотеке, да, КНИС СМ. Ну, насчет КНИС СМ я уже описывал одному человеку, как я приобрел по военной ипотеке квартиру. Женя может рассказать. Мне дали ЦСЖ 700 тысяч, я взял у банка 2 миллиона 200 тысяч в долг, оно взяло эти деньги у государства. Я добавил еще энное количество миллионов, вот, и купил себе квартиру. Перед тем, как я уволился, я отдал государству эти 2 миллиона. И добро пожаловать в мой мир. Кто-то их не отдает, кто-то отдает потом, кто-то отдает меньше, но как бы обычно происходит так, как я рассказываю. Через 20 лет, в отличие от древних военнослужащих, которые приходили до меня за 2 года, они просто получали квартиры, либо чеки, либо еще что-то там, либо наличку, а мы получали возможность купить заранее. И, в принципе, меня это вполне устроило. Все зависит от людей, с кем повезет столкнуться. Однозначно, Андрей. Что я на розыгрыш не попадаю? Игорь, я сейчас посмотрю. Во всяком случае, монетизация. Сейчас 5 секунд. Нас 40 человек попадают на розыгрыш. Могу, в принципе, перечислить всех. Ага, уровень. Так, по уровню я не могу по количеству. В общем, проще говоря, у нас Игорь без розыгрышей стримы, Иван со стримами, ну, их много, 50 человек, в общем. Денис, привет, приятно. Ты, кстати, мне, Денис, не написал, а обещал написать. Я древний, КНИСМ, да, не сомневаюсь. Александр, ты что разыгрываешь, что на розыгрыш не попадаю? Уже ответил. Игорь Шевченко, если вы... Я не вижу вас пока. Возможно, попадаете. Да, вы без розыгрыша. Еще раз, без розыгрыша написано уровень. 162 человека, не забываем прожать лайк за что? За то, что вот так несуразно получилось. Я собирался делать стрим для спонсоров, в итоге делаю для всех. Игорь, участник ли вы? На данный момент уже да, как я понял. Как я понял, наверное, да, просто не обновилась еще информация на странице. GTS, собратья по разуму, еще раз привет, GTS. Какая-то странная у нас сегодня посиделка, правда? Скажи, планируешь ли чистку воздуха от Xiaomi брать? Уже да, Виктор, учитывая, что я переехал, почему бы и нет. Извиняюсь, завтра исправлюсь, напишу обязательно. Не-не-не, Денис, тут вообще без претензий, то есть мы люди взрослые, и тут даже не из разряда ты сказал, я говорю, что я просто помню. Вот и все. Будет время, напиши, не будет времени, напиши. Спасибо, что смотришь. Какого уровня спонсоры участвуют? Обычного, собратья по разуму. Есть 2 уровня. Без розыгрышей плюс стримы и собратья по разуму. Ну и плюс еще, конечно же, спонсоры могут писать сообщения. Какие еще вещи вам интересны из того, что я планирую или не планирую купить? Вот сегодня я купил часы. Кстати, за 16 тысяч я купил Samsung Watch Active 2, потом купил Meizu 2S, ну это понятно, наушники. И что я еще купил? Что-то я еще купил.
И еще мне интересно, вот сейчас спонсоры, по-любому кто-то из вас покупал AirPods вторые. В какую цену вообще вы брали их? Потому что, вот, допустим, в Мегафоне за 11 тысяч их продают, и вопрос дня, не норм или нет за эти деньги? Когда обзор на Anker Motion 2, Михаил Бегма, я не знаю. Третьего уровня есть еще обеспеченные люди. Зло абсолютное, таких людей нет. Это из разряда просто я его сделал. Я тоже не участвую. Игорь, окей. А Денис уровень полубог. Вячеслав точнее. Получается, в этом розыгрыше не участвую. Привет, только что купил подписку, чтобы пообщаться. Давно смотрю твой канал. Расскажи, что планируешь дальше делать с каналом. Все довольно просто. То есть сейчас я доделываю офис, точнее доделываю ремонт в офисе. Несколько помещений будет одними делами заниматься, одно помещение я выделяю под тюб. Вот. Если кто не знает, на Дзене я просто пока на данный момент выливаю, точнее не я, у меня знакомые выливают ролики, Яндекс.Дзене, те же самые, что с Ютьюба, там уже, по-моему, 1200 подписчиков. Из супер простого плана я планирую частично переводить ролики и выгружать их на американский YouTube. То есть у меня человек пытался, незнакомый, это делать, я был не против, у него все это было долго, чтобы вы понимали, когда я говорю один ролик в день, вот допустим работал, я служил, один ролик в день делал, либо сейчас у меня какие-то домашних дел просто тулиард, я только переехал. Но я все равно из себя должен сделать один ролик в день, тем более один черт я постоянно слушаю, смотрю, читаю и разбираюсь с каким-то девайсом. То есть, говорю, GTS-ки, допустим, на которые завтра я уже выгружу обзор, я пишу на них текст недели 3. И так несколько девайсов, на которые на Motion Plus я пишу текст уже несколько месяцев. У меня этих много-много папок. И что бы я хотел сделать с каналом? Я бы хотел сделать второй канал с распаковками онлайн. Вот. Почему? Потому что мне не нужно, чтобы у меня кто-то технарь какой-то помогал. Мне не нужно заползать в комп для того, чтобы отвечать людям на какие-то вопросы. Мне не нужно спрашивать у кого-то. Я могу распаковать вещь, я могу перевести инструкцию, во всяком случае до уровня пользователя. Я могу ее протестировать с различными системами и рассказать свое мнение. После этого каким-то образом там кто-то стрим нарежет у меня, может быть я сам нарежу и будет еще дополнительно что-то. Но точно появится оператор. Потому что с такой картинкой далеко на тьюбе не уйдешь. Игорь перешли, 4 месяца назад брал за 900 подруги. Окей, у меня очиститель Xiaomi от запахов отлично очищает воздух. А вот для чего я его брал, от мелкой пыли не очень. Андрей, ну тут, откровенно говоря, у меня был, когда я на второй высшее учился, знакомый один, у него была квартира на Невском. Он говорил, что он делал прям, я не знаю, как типа вакуумки, то есть у него обшивали все, делали так, чтобы вообще ничего не залетало, у него стояли американские фильтры, американского производства, он их постоянно менял, и все равно, говорит, в доме было постоянное пылище. Поэтому удивляться, что с нашими домами много пыли, даже если у вас их 10 штук стоять будет, ничего удивительного. 8.11 подсы. Вячеслав, вторые подсы? Да ладно. Да, скинь мне, где 8 новые. Только не реплики. Прям вот даже 9, ладно. Даже 10. 10 ровно. Вот до 10 ровно. Очиститель хорошо дым втягивает. Если чего, сгорело, это не видно. Смешно, гонщик. Смотрю, у тебя такой веселый был экспириенс. GTS Mini или BPU? Алекс, а ты их вживую видел? Вопрос дня. То есть, во-первых, GTS это не такая большая автономность, как у BPU, как я знаю. Как я помню, потому что GTS у меня были ой как давно, больше года назад. По поводу BPU, ну с их экраном я бы вообще их не советовал человеку, который планирует их для красоты какой-то носить, хотя бы для себя. Вот. Потому что я так понимаю, что спонсоры все-таки люди взрослые. Как перейти в собратье? Игорь Шевченко, я не знаю, вот народ только что переходил, наверное, человека 4 перешло. А дальше, теперь-то участвует, да, Игорь, однозначно, GTS 2E и только. Игорь, может быть, да, GTS 2E и только, но опять же, если бы, я не знаю, у тебя они есть в пользовании, просто у меня довольно большое количество негативного собралось на GTS 2, и примерно такое же на GTS 2E, скорее всего, будет, но я не уверен, пока я их не тестировал плотно.
Есть рабочие способы подружить Xiaomi товары, рассчитанные на китайские и российские сервера. К примеру, обогреватель на российских серверах работает, а приборы некоторые на Китай. Как я знаю, нет, но по-любому кто-то что-то придумал. У нас сейчас, если варвар в сети, он может, в принципе, попытаться ответить. Но, если честно, только перепрошивкой. Вот чтобы все прям работало перепрошивкой и только. Вынужден отметить, что вид у тебя уже очень довольный. Идея с распаковкой онлайн. Да, но это пока не распаковка онлайн, а насчет довольного вида. Женя, это жизнь. Ну, то есть, как бы 20 лет, понятно, я был в добровольном рабстве для того, чтобы получать ЗП, выплачивать ипотеки и все остальное. А сейчас, по большому счету, я не могу тебе передать, как все дешево. Дешево платить за квартиру, относительно 16 тысяч ты уже за квартиру платишь ЖКХ, 18. Насколько дешево можно сходить в то же кафе в Петербурге? Ну, понятно, что можно и дорого, но, в принципе, бизнес-ланчей хватает. И свобода, локация, доставка. Да, только перепрошивкой. Вот варвар в мозг пришел. Неудобно каждый раз переподключать. Денис невозможно. Я говорю, варвар на этом деле собаку съел. Он очень хорошо разбирается во всех, в принципе, приблудах с умного дома. Чтобы перейти на другой уровень, нужно зайти на канал. Там нажать рядом подписки, все бонусы. Открываешь окно, пролистываешь самый низ, там будет указан ваш профиль и кнопка «Сменить уровень». Вот так. Я все устройства с Алисой подружил. Она и на китайском, и китайскими, и евро управляет. Гонщик, ок. У меня сейчас Samsung Gear S2 Sport, американец, с микрофоном и динамиком. Хочу заменить на более тонкое, автономное и простое. Алекс, а насколько автономное? Вот мне интересно. Еще раз, чтобы ты понимал, у меня с Samsung вообще дружбы никакой. Я купил Active 2 и пытаюсь сделать обзор на Samsung Buds Air Pro. Или просто Pro. Ну вот эти последние за 18 тысяч уже... Сколько? У меня месяц они, наверное. Ну почти месяц. И на этом мое общение с Samsung, оно заканчивается. У меня было пару телефонов. Один из этих телефонов у меня умер тем, что один раз упал. Все. Варвар съел собаку. Звучит. Ну да. Все хотел спросить, какой у тебя компьютер по железу? И давно начали увлекаться технодевайсами до YouTube канала или после? Первый компьютер утрированно я собрал, получается, в 1 классе. У меня отец хорошо зарабатывал, мы приехали мост Александра Невского, вот я не помню куда, на набережную съезжаешь, и это было 31 год назад, 90, какой 31? 31 год назад это было даже не 90-й. Нет, 90-й год. И там он покупал, я помню, планка на 8 мегабайт оперативки стоила каких-то космических денег. В общем, тогда я собрал первый компьютер, мне собрали. Понятно, что я там сам туда ничего не пихал. Вот, Сюборд был, а железо, да Sega, Dendy, Panasonic FreeDO, я был нормальным игроком, игроманом. К сожалению, мне сейчас никакого удовольствия игры, кроме PUBG, не доставляют, и то в основном только для тестирования. Еще в танке прикольно погонять. Вот. И железками всегда, то есть по работе с железками всегда. То есть если брать мою службу 20 лет, я считаю, что я все равно любил железо. Нет, наверное, людей, которые скажут, что я железо не любил. Вот железо я любил всегда и старался, чтобы оно работало. Почему Active 2 взял? Я думаю, свои Active 1 поменять, но вроде все устраивает и так, даже автономность. Виктор, а вот так решил. Я их хотел купить еще в октябре, но как-то не решился. А сейчас получилось. Идея для стрима: можно поставить 2 камеры. Одну направить на тебя, одну на стол, к примеру. Да, Денис, я физически понимаю, как это делать. Вот, но еще раз повторяю, вот смотри. По поводу роликов, все очень просто. У меня дилемма. Либо обучаться чему-то новому, расставлять это, покупать, либо я буду делать обзоры. И так как я делаю обзоры, а обзоры я делаю практически каждый день, но помимо нарядов, когда я там не спал ночами, и помимо каких-то там боевых, ЦП, еще чего-то, у меня обзоры выгружались в принципе. То есть ночью делаешь, ночью делаешь, ночью делаешь. В обед снимаешь. Сейчас по большому счету такая же история. Я занимаюсь домашними делами, и в остальное время я снимаю обзоры. Параллельно что-то делать просто невозможно. То есть сейчас у меня чертова туча бытовых проблем, они как-то отвалятся.
Вопрос в реализации. Я сегодня только листал монтажеров в Петербурге. Я, в общем, не увидел того, с кем бы я хотел работать, потому что, ну, сказать, что все убого, ну, либо вот так просто резать ровно, как я, либо лучше вообще ничего не делать. Я понимаю, что они привлекают чертову тучу молодежи, допустим, на те же каналы о путешествиях, каналы о покупке машин или еще чего-то. Мне это не интересно. Мне интересно делать так, чтобы человек приходил и узнавал о девайсе все. Максимально. Ну а если он мне доверял, то еще помимо этого делал какие-то выводы. Это удобно. Денис Распускалов. Какой-то телефон уже имеет трансляцию сразу с основной фронталки. Не-не-не, зло абсолютно. Это имеется в виду, вот смотрите, вы на меня смотрите одной камерой. В BC я могу даже в программке это сделать. Вот ставится один телефон здесь, второй штатив здесь, и я могу через программу, собственно, переключать. Но опять же, для этого нужен человек. Это можно делать оркестром, но высшая стадия идиотизма с точки зрения потери времени, плюс колхозного вида всего этого действия. Заставку планируешь заказывать или руки, или коробка или руки и коробка One Love? Виктор, есть идея, человек работает, мне не кажется, что он в ближайшие полгода сделает. Вот. Но может быть это и есть моя фишка, что без заставки, нет? Было бы интереснее. Привет, только с работы. Я ничего не пропустил. Нет, Генка, мы нечаянно, точнее я нечаянно запустил трансляцию в YouTube, но сообщения могут писать только спонсоры. Не забываем прожать лайк, кто сюда заходит и данное действие вас не расстраивает и не бесит. Сегодня мы среди спонсоров разыгрываем один комплект триггеров, еще 2 комплекта 28 февраля. Приходите, разыграю среди подписчиков. Вот. Этот стрим я по-любому, наверное, все-таки после стрима скрою, потому что как-то странно все это получается. Хотя в комментариях напишите, вдруг кто-то останется до конца, что польза, оставляю его, не знаю зачем, но вдруг. Потому что он какой-то даже не тематический получился. И Huawei Watch GT 2 тоже среди спонсоров я разыграю в следующий понедельник. И как мы договорились, этот понедельник, следующий понедельник и GTS Mini будут через 2 понедельника. А там посмотрим. Там чего-нибудь новое, интересное попадет. Будет время, сделаю тебе заставку. Генка, ну, я бесплатно ее не возьму. То есть я тебе заплачу, если она мне понравится, окей? Но плохую я тоже не возьму, так что если что, ты не обижайся. Лучше, чем сам, никто никогда не сделает. У тебя, кстати, очень хороший уровень съемок и монтажа. Многие могут поучиться. Денис, спасибо. Наверное, дело в том, что я в своей жизни, как и большинство детей 90-х, посмотрел довольно большое количество фильмов, сериалов. И если говорить о идеальном монтаже, это будет прям нереально смешно, но «Отчаянные домохозяйки». Монтаж просто бах. То есть они не зря получали некоторые по 200 тысяч за серию. Я не знаю, как они так делали. Залипали все. У меня знакомые в 40 лет смотрели эту лабутень для женщин. И я вот прям уверен, что четко за счет монтажа, потому что оно смотрелось все на одном дыхании. И нет, я гетеро прям вообще, гетеро, даже близко не гомо. У меня жена, в перспективе двое детей. И она еще не знает, но я надеюсь, еще в перспективе не только 2, но мне кажется, тогда будет все плохо. Что со штативом не пробовал заказывать? Ты что со Штатов не пробовал? Со Штатов я заказывал, смотрите, какая история, простая очень. Я заказал Pixel 4. Pixel 4 после того, как я заказал, мне он пришел. Я списался с этой компашкой, и они мне послали Google Buds. Нет, Google Pixel Buds. Я сделал на них обзор, они получили за это на меня на ссылку на себя. И потом еще Pixel 4a мне также предоставляли по такому же бартеру. Вот, за то, что я сделал обзор, рассказал о том, как они работают. И нет, они не гарантируют никаким образом прохождение товара через таможню для вас. Они не гарантируют, там можно застраховать, но они ничего не помогают. Нет пройти таможню, ничего. Но пакуют они норм. Цены, в принципе, адекватные, есть очень много выгодных товаров, включая там какие-нибудь, не знаю, хочешь ты AirPods за 60 тысяч, ты их там за 40 сможешь купить. Вот. И не обязательно через этот агрегатор, потому что есть еще 2 крупнее, чем те, с чем я работал. Дальше, настроить стримы, все подключить не так сложно, как думаешь. Один раз все настраивать, протянуть и пользоваться. Денис, я прям уверен на тулярд процентов, но я считаю, что для любого действия должно быть свое железо. То есть должны быть 2 хорошие камеры,
должна быть практика, должен быть хороший свет и должно быть понимание и плюс публика, которая готова это все дело смотреть. Ставим лайк, если хотите смотреть обзоры распаковки онлайн всяких вещей. Sberbox шлак, как и все, что они делают. Я не понял, о чем ты, Вячеслав, но окей. Ты со Штатов не пробовал? Уже ответил. На 13 и 14 февраля видел поцы за 8,5 тысяч. Apple акцию делали, опустив рекомендованную розничную цену, и серые продавцы тоже опустили. А там, где видел нет в наличии, расхватали на подарки. То есть ты имеешь в виду за 8,5 на Авито у физиков. Если на Авито у физиков, давай откровенно, это совсем другая история. Я спрашиваю про цену в магазине. И, Вячеслав, ну ты понимаешь, что фейка сейчас просто на яблоко море. Дальше настроить Steam уже ответил. Насколько превью, не знаю. Мэрин Мармак, только на нем и раскрутился. Думаю, стоит попробовать. Еще хотел узнать, какие каналы на YouTube смотришь постоянно или просто нет времени. Птушкина нравится. Мне как человек, он, ну, хотя говорят, что на него похож, я этому не очень рад. Вот, он мне не особо импонирует. Но как он снимает, мне нравится. Что он рассказывает, мне нравится. Вот, Усиков периодически могу что-то из него посмотреть. То же самое. Нравится, как он снимает, нравится, как он рассказывает. Шульман очень нравится смотреть. Что могу сказать про часы 70 May? Они у меня есть, и они будут следующими после GTS 2E. Когда я их протестирую, я буду тестировать 70 May. И, ну, они по-любому, учитывая цену, недопилены, учитывая, что там внутри, лаги не дикие. Но это на данный момент. Давайте я с ними поживу. Вот так же, как про GTS 2. Сначала у меня была феерия, как круто. А потом, вот сейчас, хорошо, спойлер, я устал их заряжать. Я не знаю, как они живут у людей по 5 суток. Я не понимаю смысла покупать часы и не вставить там Always On Display. Я не понимаю смысла не отслеживать там тот же сон или пульс перманентно. Зачем мне тогда умные часы? Я Mi Band тогда куплю 5. И в итоге, скорее всего, обзор будет не красочным и не... Хотя по уму надо было бы сделать, что вау, цвет, блеск, красота, и народ бы подписался. Но нет. Там будет критика. Хотите, смотрите. Лучше посмотреть. Птушкин красавчик, путешествие на смарте в Норвегии огонь. Да вообще все норм. Швейцария мне понравилась. У него взгляд свой. Я считаю, что правильный. Как будто сам там побывал. Вот. Что еще интересного мне вам рассказать? Леговские, видите, штуки купил. Притом так интересно получилось. Супруга закинула в корзину их. А я купил, ну, не зная, что они в корзине. Вот. Еще из интересного, уже говорил, что шуруповерт бошевский купил, довольно выгодно. Дукати мотоцикл от Лего, но он уже тоже ушел. Тоже выгодно сегодня купил. Я что-то как-то сегодня много всего купил. Мне можно каждый день делать стримы, что я купил. Когда Сунта будет, Финка рядом. Кния Сэм, давай я войду в... Говорю, мне нужен... Появится помощник, и я обязательно буду делать вот на подобные штуковины для души. Потому что сейчас я делаю для наполнения канала. Один ролик в день, это единственное, что может меня вывести. Не танцую я, не пою я, не играю на балалайке. Я не могу привлекать юных зрителей словами... Как же там? Да как их только не называют. Ну, нет, я пока не планирую, аж заикаться начал. Поэтому мое дело это просто брать девайсы и рассказывать о них по максимуму. А Сунта и Поларе вместе с... Сунта, Поларе и Гармины это все оверпрайснутая тема для спортсменов. Когда мы говорим, что вот это круто, беги покупать, нужно четко понимать, что все топы получают их бесплатно. Никто не, ну, кто-то идет и покупает за 60 тысяч рублей себе часы, кто-то за 40, кто-то за 50, но таких минимальное количество. А мы идем, мы наскребаем, вместо того, чтобы купить просто какой-нибудь нагрудник и Amazfit Pace, который, ну, они же часы не увеличат ваших результатов. Если вы уходите в горы, там, в походы какие-то длительные, вопросов нет. Так тут тоже с чего их тестировать? Пошел и купил. У тебя вариантов больше нет. Саня, не тяни уже. Хочется спать, Лядова не смотришь. Может быть даже да.
Mobile Watch ужасный, ужасный. Ну, я смотрю на них, и мне денег жалко, понимаете? Я купил сегодня Active 2 Samsung, которые Samsung я не очень люблю, но я знаю, что это не шлакоблок. Я знаю, что Mobile это мрачный шлакоблок. Я говорю, это единственный бренд, который мне пытался со мной договориться, чтобы я удалил обзор. Ну, как бы активно. Остальные, кто-то там тоже пытался, но эти чуваки вообще просто без страха. Шульман, у нее канал вырос за год-полтора. Так она мозг, Влад, потому что она мозг, она личность размером, черт знает, с политическую какую-то личность, хотя она просто, вроде бы, просто а-ля преподаватель. Все правильно, лучше качественная и лояльная аудитория, чем хайп. Влад, однозначно. То есть, ну, опять же, это мой выбор. Мой выбор, и по-другому я себя пока не вижу и вряд ли увижу. Саня, что за роутер на обзоре? Будет Xiaomi-шный, черный, квадратненький. Я уверен, Виктор, что ты узнаешь. Если захочешь, можешь мне написать в личку в телеге, я тебе его сфотографирую. Вот. Не Авито, на горбушке. На горбушке. Ну, конечно, это фактически я пришел в магазин с гарантией на горбушке-то. Вячеслав, горбушка находится в Москве. На горбушке я уверен, что знакомые у тебя есть. Но из тех, кто нас смотрит, те, кто сейчас находится на стриме, те, кто этот стрим в принципе могут посмотреть, людей по минимуму, кто может прийти на горбушку и купить себе AirPods именно в 13-14 февраля, когда везде упали цены. Притом он будет уверен, что они оригинальные, потому что вполне вероятно оригинальными они не будут. Вот. Что не тянуть? Давайте, да, я разыграю, наверное, все-таки эти пресловутые триггеры, потому что мне такое смутное ощущение, что все-таки минимум половина. И это неплохо. Людей, которые подписались для того, чтобы поддержать канал, подписались, в том числе, ну, это нормально, из-за розыгрышей. Саня, обзоры на зарядное устройство для батареек были на канале? Нет, но я могу тебе показать свое. Но не сейчас, давай, окей, я в следующий раз его выложу. Продолжай делать в том же духе, твоя фишка в том, что коротко и по смыслу. Все плюсы, минусы, преимущества, недостатки, все по-честному. Да и никто сейчас не смотрит ролики по 20 минут. Денис, смотрят по 10-15 дети. Дети, если ты их развлекаешь, то есть ты там 300 тысяч раз одно слово повторяешь из ролика в ролик, ты делаешь прищур, ты говоришь что-нибудь такое из разряда тапки, олени, еще что-нибудь, они такие, свой чувак. Они для этого приходят, потому что они чувствуют, что вот этот дядька, он с ними на одном уровне, он такой же, и им от этого тепло и хорошо. И хорошо, что такие люди есть. И да, это техноканал, и норм. Если квадратный, то неинтересно. Виктор, ну окей, ну он такой, не знаю, вот такой, нет. Вот такой. Сейчас покажу. Дальше. Что где-то загрустил один Дудь. Почему? Я что, замолчал? Дудь это вообще мракобесный человек. Мне кажется, я не знаю людей, которым он нравится, но его обзоры смотрят все. Вот. Саундбары для телеков, но не я. Я не могу его смотреть. Я вот просто... Ну, как бы я кусками где-то что-то как-то смотрел, но это тяжело мне. Не про ролики про 20 минут. Ну да. Про ролики про 20 минут, да, ну, так он зовет себе личности таких, что ты на них приходишь смотреть. Правильно. Саундбары для телеков не тестил. Есть у меня саундбар один, Edifier-овский. И когда-нибудь я расскажу про него. Была у меня реплика AirPods за 3500, 5-6 месяцев прожили. Да, и это тоже бывает. Кингмен, привет, спасибо, что стал спонсором. Душки QCAN B1, B1, W1 не будут сжать на голове 60 размера. Вот у меня откровенно голова 59-го, то есть если брать шапки. 60-го мне тоже норм. Если ты возьмешь 60-го, нет, они не будут сжать. Если ты не нежный, но я не думаю, что ты нежный. Вот, Кэм. Надо было AX3620 брать. Виктор, а кто тебе сказал, что... нет, подожди, нет, у меня не AX3620. Дубда. Ну, такой стрим нужно сохранять. Да еще, чтобы в чате могли общаться только спонсоры, тоже можно. Много добавилось спонсоры. Андрей, ну, немного, но человек 10, за что им спасибо. Нет, в основном перешли с уровня без розыгрышей в собратья по разуму 5 человек, а спонсоров прибавилось 5 человек суммарно. Дальше, Кэм, спасибо, пожалуйста. Дудь, тяжкое зрелище.
Ну, как таковой, он, как зрелище, он норм, вот если без него. Хотя это, опять же, неправильно. С какой точки зрения? Это собака тявкает, караван идет. Вот меня все время умиляет, когда любые каналы, техно, еще какие-то, тявкают на крупные. Когда у меня спрашивают, ты там смотришь Вилсакома, да неважно, смотрю я его или нет, его смотрит 10 миллионов человек. Вот, у него есть такое количество денег, как у РТ, что он лупит туда миллионы в рекламу. И вы разбираетесь в технике, я разбираюсь частично в технике, вы его не смотрите. Но нас 149 человек на стриме, у него на стримах 1000, и так и будет. Почему? Потому что на него ходят смотреть, он уже является медийной персоной, это раз. А два, такие медийные персоны, ну, я считаю, что я на своем уровне просто не имею права оценивать как-то. Я могу оценивать каналов 100-200 тысяч, вообще до миллиона свободно, потому что я примерно представляю, как они живут. У этого чувака под крылом каналов 12 миллионников. И как бы мы к нему ни относились, это просто тупо бизнесмен. Вот так же, наверное, я выразил свою мысль по поводу, что есть дуть. Вот. Не могу я, не имею права его оценивать каким-то образом, потому что контент он делает годный, иначе его бы не смотрели. А стрим нужно сохранять. Окей, на Горбушке есть интернет-магазины по доставке в РФ. У них сейчас вполне на уровне все. Это не 90-е. Вячеслав, вот поверь мне, что если сейчас кто-то узнает, что какой-то магазин, который ты сейчас начнешь перечислять с Горбушки, и эти люди там покупали, вполне возможно, они перестанут покупать. То есть я, допустим, не хотел бы знать, что интернет-магазин, в котором я покупаю, это Горбушка. Я очень надеюсь, что это где-то офис, а не на Горбушке. Вот. Хотя я с тобой согласен с той точки зрения, что, по-моему, на Горбушке как раз OnePlus 7T Pro я и покупал. Вот. Все сообщения видны или только интересные? Андрей, весь чат виден, и я вижу сообщения только спонсоров, потому что только спонсоры могут их отправлять. Про хай-тек. Технокухня 808. Технокухня нет. 808 как проект Газпромом. Газпром Медиа мне прям безумно нравится. В него стали лить. Он как был легким, так и остался. Дезинформации море, но интересно смотреть. То есть я рассуждаю как техноблогер. Я смотрю его отношения, спеки, еще что-то. Я понимаю, что он делает шоу. У него шоу получается. Это чуть-чуть не тот формат. Добрый вечер. Стрим будет сохранен, а то только подключился. Иван, ну скорее всего да, давайте я на сутки хотя бы его сохраню, если будет интересно. Кто выиграл, я по-любому напишу. Не забываем прожать лайк, понятия не имею, зачем лайки ставить в месте, где только спонсоры могут писать комментарии, но почему бы и нет. Чего нам, кабанам, да? А Горбушка уже не та, которая была 8 лет назад, однозначно, и не та, которая была 20 лет назад. 808 смотрю как картинку, да, к Нисем, у них отличный оператор, у них великолепные нарезки, ты смотришь. И это легкие обзоры. Вот такой должен быть такой крупный техноблогинг. Есть техноблогинг ядовитый, его я больше всего не люблю. Есть техноблогинг рекламный, его я тоже не перевариваю, потому что когда-то он был не рекламным, и я его смотрел, как и все. Примерно так. Вот то, что сделал, допустим, из себя чувак по имени Лучков, по фамилии. Его распихали, я знаю, кто его пиарит, я знаю, кто есть кто и как у него на канале что появляется, но мне он прям безумно импонировал как ведущий техноблога. До определенного момента, и после этого рассуждать имею право, так как я примерно на его левеле, я не могу его смотреть. То есть он, как и некоторые другие подобные блогеры, но у них уже миллионы, делает неправильные вещи по мне. А у него будут миллионы, и 3 миллиона будет. Проекты. Я думаю, что любую тему можно изложить в условные 7-10 минут. Остальное уже лирика или какие-то расширенные мнения. Сейчас мой мозг избалован информацией, хочется попробовать многого и разного. Денис, ты прав, но мы все взрослые, поэтому так и Виктор, спасибо, мы так и рассуждаем. Сегодня у 808 обзор ноута за 300к. Круто. Цербер Тату, привет, ты теперь с нами. Хотя и так был. Привет, ребятушки, 808. Ребятушки, да. Да, ребятушки, и это более чем беспроигрышная тема. Что у нас еще из вопросов было? Так вот, по поводу все-таки железок. Мнений должно быть много, мнения должны быть многогранные. Вот смотрите, у меня эпичный фейл очень часто бывает в недостатке похвалы какому-то девайсу. То есть бывают случаи, когда я не говорю о каких-то вещах, о очевидных его плюсах.
Но мне они уже не интересны с той точки зрения, если я оцениваю девайс в конце, как я говорю, он не стоит, его не стоит покупать, или вместо него стоит покупать такие-то вещи, логично, что я его не буду полностью расхваливать. То есть какие-то вещи я опущу. И они, опять же, по моему мнению, являются неважными. Поэтому в каком-то смысле, если вы смотрите, опять же, мой формат, вы должны понимать, что рекламные обзоры тоже стоит посмотреть и послушать, что другие люди скажут. Может быть, я чего-то и пропустил. Запомни одну фразу, все будет, но не сразу. Генка, да я вообще много фраз сегодня планировал сказать, но я как увидел, что стрим получается у нас не закрытый, а открытый, к сожалению, мне придется фильтровать много чего, и я фильтрую. Канал Розеткит, пример высокой техноэстетики. Каждый ролик, произведение искусства, постановки света, колористики и монтажа. Да, еще с текстами у них прям такая... Ладно, я не буду. Вот как раз это тоже не мой уровень, и я по поводу него рассуждать не буду. Вот. Ларкас. Еще мне не нравится, что на Розетките уже люди уставшие. Знаете, это вальяжность. Ну, блин, чуваки, мы должны заряжаться через сетку. Если ты не заряжаешься от человека, смысл его смотреть. Понятно, что это может быть негативная энергия, позитивная энергия. Но вот это вот ровное такое, оно меня, допустим, расстраивает. По этой причине есть несколько техноблогеров, которые бы могли стать, не знаю, миллионниками, потому что начинали намного раньше, чем я их по подпискам обогнал, из-за, опять же, объемов контента, а не потому что у меня мозг такой большой, и из-за подхода. Они слегка нудные, то есть молодые, симпатичные, с живым мозгом, но вот эта вот нудятина, попытка растянуть, она, конечно, в 21 веке она расстраивает. Ты думаешь, что вроде бы я это уже понимаю, почему это не понимает более молодое поколение, но не хотят и хорошо. Канал SMW, там тоже есть много «но». Я так ждал фразы «х». Фраза «х» зло абсолютно будет в следующий понедельник, там будет много «х», потому что в этот понедельник ничего не удалось. Как относится к YouTube Vancet? Там все очень на тоненького, потому что стырить могут много чего и всякого. И если у тебя к Google аккаунту ничего не привязано, то без проблем. А если привязано, я бы подумал на твоем месте. Вот. Спасибо за контент. Благодаря твоим обзорам взял себе OnePlus 8T. Жду Liberty R2 Pro. Надеюсь, Ларкас ты купил за 37 их. Очень нравятся обзоры краткие, по делу и без воды. Ларкас, что умеем, то и делаем. Спасибо большое. Валерия, привет. Валерия, мы с тобой видимся 2 дня подряд. Чувствую, что меня сегодня выселят. Вот, Дратути, Женька, а ты чего? Ты еще не ушел? Тебя еще супруга не выгнала? Приятно, что ты тусишь. Вот, не забываем прожать лайк, может быть 500 на этом закрытом стриме наберем, будет очень странно. Вячеслав, что за вопросы? Вот мы с вами сейчас друг друга банить будем, давай не стоит. Почему из душа? Валерия ходит в ванную. Вот я это запомнил. Как ты с нами общаешься столько месяцев? Твоей продуктивности и результативности могут многие позавидовать каналы. Тот же Вилса давно не старается. Вилса, да, я говорю, я не хочу их вспоминать. Дальше, кстати, по твоему обзору купил Vivo. Сейчас, секунду. ТВС. Хорошие уши. Я рад, что они тебе зашли. Не закончила работать. Не, закончила работать. Валерия, поздравляю тебя, но как-то поздновато. А сколько у тебя в Украине? Да, 808 это канал, в которых можно просто узнать о новых вещах первым. Все хотелось узнать за счет компьютерного железа, ты просто не ответил, писала раньше. Максим, извини, что да, я начал за здравие, а потом как-то за упокой ушло все. К чему я? 2070 видеокарта у меня AMD-шник, у меня 16 гигабайт, по-моему, оперативки. Антуту, к сожалению, сейчас я Аиду посмотрю, есть ли у меня. Если есть Аида. Я его собирал на стриме для спонсоров, он, кстати, сохранен. И ты можешь его посмотреть, мою позорную подкованность на тот момент, как далеко ушла техника. Все, включаю Аиду, если она у меня заработает, потому что она была у меня не ломаная. Не ломаная. Нет, новую версию не хочу. 5 секунд. Суммарная информация. Понятно, винда 10. Имя компьютера понятно. Разгон. AMD Ryzen 7 3720X, ну 3700X.
8-ядерный неразогнанный процессор обычный. Ведь материнка даже без встроенной аудиокарты, кстати. Вот, помимо него у меня стоит Wi-Fi, уже я вставил недавно. Видеокарта 2070 Super. Какая конкретно, я уже, по-моему, даже не помню. Но как-то я ее все выгодно очень купил. Сейчас видеокарта, графический процессор. RTX 2070 Super GeForce-овская NVIDIA. Вот. И что еще интересного? У меня есть оперативка. Оперативки, по-моему, у меня 32. И в целом мне, наверное, его надо ее еще выставить, потому что как-то мне не хватает. Не оптимизировано ничего. Я понимаю, что для рендеринга и всего остального нужно совсем по-другому было собирать компьютер, но там все было максимально быстро, просто. Да, две планки по 16 гигабайт, DDR 4, 4, DDR4, не 5. По-моему, 5 уже существует или только в телефонах. И говорю, я за этим делом не слежу. И все. Ответил, надеюсь. Александр, чемодан для сумки, стоп-машина. Я всем должен ответить. Дальше. Александр, как ты говорил, что заказывал нагрудные датчики ЧЧС китайские, но ни один не дошел. Не дошел, завтра закажу. Окей? Спасибо за труд, всегда полезный контент. Пожалуйста. Чемодан для сумки Meizu пока не нашел. Нет. Чемодан для сумки Meizu. У меня есть рюкзак еще Meizu, второй. Но, кстати, он, скорее всего, третий. Я посмотрел второй, я их не нашел в продаже, а вот третий уже я купил. Я начал смотреть детские игровые ролики, несколько блогеров, потому что там не наигранные эмоции, которые расслабляют после работы. Андрей, я не скажу, что ты меня пугаешь, но ты понял. Виктор Молодцов, это не Х, это был обычный смайлик. Окей. 21, но начинаю поздно. Валерия, я так подозреваю, что ты ложишься поздно. Видеокарты, цены равно боль. Влад, однозначно да, но мне на данный момент большего не надо. Я думаю на Mac перейти, но опять же говорю, мне нужен монтажер, человек с мозгом. Вот знаете как, иногда не хватает маленького кусочка пазла, чтобы весь пазл собрался. Вот так у меня. Но я просто понимаю, что для того, чтобы у меня пазл собрался, мне необходима какая-то платформа. Это не из разряда того, как мне вчера писали, вот у тебя теперь подписчиков прибавится. Вообще не прибавилось. То есть вчера как был, ну там чуть-чуть может быть плюс 30 человек. Да, был хороший эффект с той точки зрения, что люди пришли, люди посмотрели, люди поздравили с кнопкой. Я попробовал разговаривать в камеру, мне написала чертова туча, ну не чертова туча, но в первую очередь Женя, передавай Виталику привет. Виталик мне написал, что Саня, ты чего, камеры боишься? Ну это утрированно. Вообще он написал, да, что по-моему я стесняюсь. А дело в том, что у меня внизу комментарии, я не понимаю пока, наверное, надо как-то планшет повесить рядом с телефоном, для того, чтобы я имел возможность читать. И, скорее всего, я так и сделаю. А на данный момент я читать не могу, и мне приходится глазами опускаться на чат. Виктор Молодцов, это не Х, я так понимаю, я помню, как ты процессор ставил. Виктор, да, это было очень печально и очень хорошо, что все встало и работает до сих пор. Очень сильно помогаешь выбирать стоящие гаджеты. Прежде чем что-то купить, всегда смотрю твое мнение на данный гаджет. Цербер и все, кто сюда пришли, очень советую, если вам не сложно будет посмотреть описание, там есть 2 телеграм-канала. Один стандартно, чтобы мне помочь, телеграм-канал со скидками, а второй, чтобы помочь себе, это телеграм-канал взаимопомощи. Обычно это предпоследняя строчка в любом описании, когда я перечисляю свои соцсети, и в этом телеграм-канале взаимопомощи больше 5000 человек, уже 5100, туда неплохо люди приходят. Но также неплохо они и уходят, потому что если мозга нет и читать вы просто против, и вы хотите прийти, чтобы вам все разжевали, нет, там это так не работает. Вам помогут, вам скажут, где искать, возможно, скажут, куда идти без мата, хамства и рекламы, так же, как и здесь. Но если вы хотите, чтобы у вас была оценка большого количества людей, сердобольных, не пофигистов, то очень советую туда зайти. Да, все, убегаю пока. Счастливый Вячеслав, пока только в телефонах. Ага. Не хочешь поговорить о майнерах и биткоине? Вспомнил про них, как только речь зашла о видеокартах. Очередной год без обновления железа. Андрей, магия жизни в том, что все мои майнеры знакомые, они ничего не выиграли. Ну, как бы я не знаю тех, кто... Выиграли те, кто вложились туда вовремя, и все. Вот, так что спасибо, Цербер Тату, за поддержку.
Дальше, в отличие от тебя, остальные блогеры это рекламщики, хотя усираются, просто так работают. Да, Евген Урей, все смотря как смотреть, понимаешь? То есть, это такая тонкая красная линия из разряда, я переписывался с несколькими топовыми блогерами, они недолго со мной переписываются, я не очень люблю эти переписки, потому что, конечно же, их потом кто-то может где-то как-то использовать. И меня всегда умиляет, вот, допустим, если ты огромный канал, то есть огромный канал, вот сейчас я могу брать девайсы из разряда «дайте мне девайсы», я часть из них разыграю, если вы хотите, чтобы о ваших девайсах кто-то узнал, потому что я и сам много всего покупаю. Повторяю, вот смотрите, у меня ежедневные обзоры, я каждый день что-то покупаю. Сегодня купил Meizu 2S, сегодня купил Samsung Active 2, Watch Active 2, то есть у меня уже 2 девайса за один день, а завтра я 100% тоже что-то куплю. То есть, по факту, у меня чертова туча девайсов на полгода, наверное, о которых хочется рассказывать. Эти анкера, соньки, чертова туча браслетов, которые я сам себе покупал. Но приходит ко мне, допустим, официал FlyDG и говорит: чувак, ты сделаешь нам обзор? У меня есть 2 варианта. Я могу ему написать: окей, с тебя такая-то фикса и девайс. Я тебе делаю обзор. За освещение ты платишь. Он говорит: окей. Либо второй вариант, я говорю: ты мне даешь 3 комплекта, я тебе 2 комплекта разыгрываю. Все, получается, я 3 сейчас комплекта и разыгрываю. Все, в принципе, в плюсе. Когда ты большой канал, там суммы уже такие, то есть при любом раскладе тебе платят за освещение. И я сейчас не юлю, я считаю совершенно нормальным, если чувак платит какому-то там оператору или живет на это, чтобы он это делал. Другой вопрос, что я пока на это не живу, я вам обязательно сообщу, но я даже этой рекламы не считаю, потому что в 99% случаев товар также хейтится совершенно свободно, если люди за это получают деньги. Я такие каналы знаю, никаких проблем с этим нет. Почему? Потому что у, допустим, того же магазина есть деньги на рекламу. И они эти деньги таким образом осваивают. Им плевать, что их захейтили какой-то девайс, да, желательно его продать. Но если они его не продали, если блогер его не разрекламировал, им вообще просто наплевать. Главное, что ты привел человека на площадку. Вот, если вы хотите это знать, то знайте. Если не хотите, и невозможно. Вот я переписывался, я вот, допустим, тяжело представляю, как можно, имея аудиторию там несколько сотен тысяч человек, там миллион, ты просто берешь и ладно, я покупаю, но если тебе что-то шлют, что тебе не хочется обозревать, то есть ты такой: фу, ты еще и бесплатно это обозреваешь, то есть ты захейтил что-то, дал освещение этому плохому магазину. Поверьте мне, если там у тебя трафик несколько сотен тысяч просмотров, хотя бы 100 тысяч просмотров, кто-то в этом магазине останется, кто-то этот хлам купит. То есть при любом раскладе этот плохой производитель, он выиграет. И ты, получается, привел ему покупателей, осветил, сделал ему рекламу, кто-то на это нажился и бесплатно. Ну, окей. Я говорю, после этих слов, может быть, кто-то отпишется сейчас, но я, допустим, не понимаю, как это может происходить. Но меня упорно убеждают несколько каналов, что так и происходит. Кто-то создает свои магазины. А в моем понимании это тоже довольно тяжко. Почему? Потому что, допустим, я покупаю на Али, я понимаю, как покупать в Китае еще дешевле, но продавать с теми же ценами, как на Али, очень сложно. Евген Урей, спасибо большое, сейчас расскажу. А раскрутка канала тоже стоит денег, поэтому берут деньги за обзоры, чтобы окупить вложения. Кне, Сэм, нет, ну вот смотрите, 200 тысяч подписчиков, 210. Я тратил свои деньги на то, чтобы покупать девайсы. Все. Я 2 раза платил, сейчас скажу кому. А вы, я уверен, что знаете, канал про оружие. Притом это один и тот же человек, если не 3... нет, я платил 2 раза, он мне делал 3 рекламы, потому что суммарно ко мне от него пришло около 2000 подписчиков. То есть из 210 тысяч подписчиков, получается, 2000 пришли с какого-то канала. Но это какие-то космические вложения, и сейчас я понимаю, что бессмысленно тратить на рекламу, если ты не Wylsacom и не готов там 3 миллиона платить за каждый ролик. Но опять же, это не он платит, а тот, кто... бренд, который берет у него рекламу. Ничего плохого нет в том, что люди зарабатывают большие деньги. Но если ты тратишь последние кровные на то, что по словам блогера хорошее, а на деле оказывается полное г, это печально. Да, Денис, это и называется тонкая красная линия. Это знаете, как многие, меня убивает всегда фраза, я прям бешусь от нее. Я пару блогеров перестал после нее смотреть, когда они... меня все время интересовало, почему 100-тысячные, 200-тысячные блогеры выкладывают обзоры из разряда «как я работаю»,
И в этом диалоге рассказывают, допустим, мне присылает производитель какой-то девайс, и я сглаживаю углы. То есть в этот момент мне хочется просто разбить экран. Что значит ты сглаживаешь углы? Да, я, может быть, с кем-то порчу отношения. Там попортил отношения, наверное, заочно с чертовой тучей брендов. Да мне плевать. Я зато людям рассказал все. А этот чувак, вместо того, чтобы, ему люди в комментариях пишут, почему-то об этом не рассказал. И он откровенно, не один такой, говорит, я сглаживаю углы, мне же присылают, и в топку. Вот это неправильный подход. Вот вообще неправильно. Если ты ставишь лейбл «Окей, реклама», как мне там чертова туча людей советовала. Анна Васильевна, спасибо большое за подгон. Удивительно вас видеть здесь. Девушек у нас мало. Теперь вы с Валерией, наверное, вдвоем. Очень приятно. Так вот, вас эта тирада не напрягает? Не забываем прожать лайк за откровение блогера, потому что, поверьте мне, с трафиком в 1,5 миллиона просмотров в месяц уже больше 2 лет я что-то в этом деле понимаю. И я думаю, вам все-таки это дело интересно. Я, честно, очень хорошо, мне кажется, котируюсь у Алишки, потому что практически все, что я покупаю, это на Алиэкспрессе. Вы можете спросить, я, допустим, чертовой тучи людей писал, еще попервой, сейчас уже не пишу. Из разряда сотрудничать вы даете мне на Алишке товар, я делаю обзор, могу отправлять еще что-то. Китайцы нет, они так не работают. То есть, кое-кто посылает, там, вейфаны всякие, но опять же, когда они мне стали посылать, у меня уже было больше 200 тысяч, больше 150 тысяч. И снова к баранам я всегда говорю, что производитель мне что-то там прислал. Вот. Неприятно? Нет, не напрягает. Спасибо. А вообще YouTube это, конечно, удивительная площадка, столько людей производят контент за лайки и подписки. Влад, не совсем правильно, я же говорю, у меня подключена монетизация к YouTube. Раз. Два, помимо этого, я же еще раз повторяю, мой YouTube канал последние месяца 2, он в плюсе. То есть я трачу меньше, чем я с него получаю. Я не скрываю этого дела. Каким образом это происходит? Это происходит не так, что люди видят девайс и прибегают, его покупают. Люди не покупают мои девайсы. Те девайсы, которые я обозреваю, по минимуму. Но они приходят на площадку. То есть и мне этого более чем достаточно. Вот и все. И плюс еще, конечно же, есть, вот сейчас спонсоры появились. Спасибо вам большое. Если не уйдете, не уйдете. Но я говорю, я постараюсь сделать так, чтобы баланс спонсоров был спонсорами потрачено меньше, чем я на спонсоров потратил. Вот. Кнопку был бы фон. Валерия, обязательно кнопку поставлю, но магия в том, что у меня ребенок попросил кнопку, я ему ее пока отдал. Очень убого труба висела. Извините. Нет, не напрягает. Окей. Куда делась кнопка? Сыну. У сына на полочке стоит. Жалко, что поздно. У меня 0.17. До встречи. Спасибо. Евген Урей, счастливо. В следующий раз сделаю пораньше стрим. В понедельник давайте в 8. Всегда приятно и послушать увлеченного человека, особенно если тема увлечения схожа с твоей. Я про железки. Могу, мне кажется, говорить бесконечно. Да, это как раз из разряда того, знаете, почему я покупаю все наушники. Вот сейчас, наверное, эта тема уже пошла с точки зрения, знаете чего. Я вижу, люди пишут и начинают с пенного рта, вот уже последний, наверное, год мне доказывают, что эта вещь лучше, эта вещь лучше, эта вещь лучше. И я для себя решил, если я могу покупать любые наушники до 20 тысяч, да хоть каждый день, вот, то почему мне этого не делать? Меня люди смотрят, у меня есть с чем сравнивать, я буду покупать эти наушники. То же самое с телефонами. Все новинки, какие будут выходить до 20-ки, которые мне интересны, я буду покупать. И их просто сейчас выходит мало, а покупать я их буду много. И, в принципе, у меня уже вроде получается. Дмитрий Вовер, спасибо большое за подгон. Но это святое. Давненько не было продукции фирмы Мифа. Есть в планах колонки, наушники. Виктор, были, помнишь, наушники красненькие, затычки спортивные? Я очень сильно поругался с ними, потому что, как бы сформулировать, у них... Ценник на них вообще какой-то беспредельный. То есть они до такой степени играют с ценой вот с этими затычками. Она то 6 тысяч, то 7. Мифа нечистоплотная штука на цену. Вот. А по поводу колонок, смотри. Смысл мне покупать их сейчас колонки, если у меня 2 неосвоенных колонки Anker и 2 неосвоенных колонки Sony. А еще 2 неосвоенных колонки Tronsmart, которые я разыграю. Одну среди подписчиков, спонсоров, одну... О, придумал еще, видите? Придумал колонку. И еще чертову тучу девайсов. То есть смысл пытаться объять необъятное. Я говорю, я бы второй канал сделал. Он у меня и существует для стримов, на котором я не провожу стримов. Вот. Но
как бы так. Не забываем прожать лайк, может быть 500 лайков наберем за стрим, у которого нет названия. Наверное, просто надо написать стрим для спонсоров. И да, я сейчас поменяю просто название у стрима и все. И всем, кто не посмотрел обзор на очки, вот эти, еще раз прочитайте сообщение, возможно, прокрутите наверх те, кто люди писали, что даже очки за 900 рублей от Xiaomi, это в Китае не 900, я уверен, что в России за 900 рублей их, конечно, сложно купить. Вот, она помогает это дело. Не хватает еще XB43 в твоей коллекции, а это колонка у меня, я даже не помню их название, прикиньте. XB23. Ну да, так она стоит агигей, наверное, ее хухол. Я посмотрю, как эти колонки зайдут. Валерия, если они зайдут хорошо и люди будут смотреть, я обязательно куплю еще Соньку большую. Но опять же, колонки не моя тема. Понимаете, что такое колонки? Колонки, это ты ее включаешь, она долбит, приходят к тебе школьники до 8 класса, потому что в 8 классе они понимают, что их наегоривают, и у тебя становится много просмотров и подписчиков. А когда ты делаешь ролик без музыки и не считаешь публику идиотами, ну, это разумно, публики меньше, потому что, к сожалению, людей до 8 класса на YouTube меньше, чем точнее, старше 8 класса на YouTube меньше, чем младше 8 класса. То же самое с наушниками. Я говорю, хоть что-то делай, в глаза все божья роса. До такой степени много людей на YouTube переобуваются на лету, включают этот звук, потом говорят, ну я чуть-чуть ошибся. То есть играют в мрачных идиотов, говоря, а ты прикинь, какой бас. А какая детализация? А вы слышите эти низкие частоты, средний бас? А вы слышите, сколько здесь... И люди сидят реально как загипнотизированные, они делали это годами. Вот сейчас, окей, я маленький канал, там, ну, уже относительно не маленький, чертова туча маленьких аудиофильских каналов разжевала до нельзя, что это, ну, дичь. И они сейчас такие, окей, мы не будем этого делать, и придумали уже другие фишки, но это норм. Но все-таки, возвращаясь к колонкам, все еще про них кто-то что-то включает. Показывает, вы видите, как мембраны работают, давайте послушаем. Ну, продакшн, плейсмент на продажу, чего тут от людей хотеть. Поэтому вряд ли эти колонки наберут много, но как для вида на стримах. И напоминание, что это дело может быть 4000 стоит, 7000 однозначно не стоит. Саундкоры всегда стоят своих денег из колонок, мое субъективное мнение. Вот, Мифа всегда стоит своих денег, к сожалению, по колонкам. По наушникам у них очень много обмана по цене, а в принципе у них есть хорошие наушники, есть плохие наушники. Вот. Так что так, на Соньке у школьников денег нет. Валерия, у меня ребенок ходит во 2 класс. У них iPhone 11 и 12. То есть как бы магия жизни. Мы так думаем, что у них нет денег, а они есть. Не у них, а у их родителей. Я вчера задал вопрос про таблетки для глаз. Можешь сказать точное название, которыми пользуешься? Таблетки. Конечно, черника форте. Я всегда думал, что это как бы, ну, припарка для трупа. Нет, работает. Смотри, я хотел все узнать. Как ты ищешь информацию о девайсах на английских сайтах? Просто фейков много сейчас. На русских сайтах тем более. Первое, что я в принципе делаю всегда, это я смотрю рекомендации Али. Потому что всегда хотят продавцы в первую очередь зарабатывать, правильно? То есть если они что-то выкладывают, вот почему я не люблю новости? И плюс, потому что в новостях много фейков. И плюс, Максим, есть еще такая тема, как у меня сейчас охват, еще раз повторяю, 1,5 миллиона примерно в месяц. Там 1 300 000, 1 500 000 просмотров в месяц. Есть люди, которые заинтересованы мне помогать, и они мне скидывают ссылки интересных девайсов. И вот эти девайсы очень часто я покупаю. Вот. То есть это основное информационное поле. Я не сижу круглыми сутками, не читаю новости. Мне это не интересно. Почему? Потому что если я буду это читать, то у меня будет течь слюна на телефоны там, за 50-60 тысяч, на ноутбуке по 200, на телевизоры за 300. У меня сейчас нет на это денег и все. Дмитрий Магомедов, спасибо за донат. А Sony дешевые, самые 550 рублей стоят. С ними ходил 1,5 года. Проводные, это логично. Никогда не понимал, как обзорщики включают музыку на телефоне, мол, так они обозревают качество звука. Да, магия жизни нагревала. В детский сад дети ходят с планшетами дороже, чем зарплата воспитателей. Иногда они ходят в детский сад с планшетами дороже, чем зарплата директора вместе с тем, что он оттуда уносит. Вот. Так,
Плойка. Плойка к ней СМ. Плойку хочу, Соньку. Говорю, мне, если бы вы видели вторую комнату, там просто чертова туча коробок. И эти коробки постепенно расплываются по квартире. Вот, когда они полностью расплывутся, я куплю тебе туда телевизор. И под телевизор куплю плойку. Соответственно, я буду покупать телевизор Sony, рекомендованный, под него плойку. Павел Пикалов, спасибо за подгон. Не забываем прожать лайк, если кто-то пришел на этот стрим нечаянно. А он такой не специальный. Вы уж простите, что я его врубил. Кроме спонсоров. Спонсоры, спасибо, что пришли, потому что для вас он и сделан. Этот стрим, чтобы мы могли поговорить лично. Тем более, учитывая, что человек в спонсорстве уже достаточно, чтобы вести постоянный диалог, плюс они постоянно заряжены, вот, то это дело довольно удобное. Сейчас я посмотрю, сколько нас уже. Уже 500 лайков, да? Да, но я все равно, скорее всего, закрою данный стрим. И оставлю его только для спонсоров, наверное. Но я подумаю. А может быть и не буду. Так что ставим лайки те, кто считает, что стрим не стоит закрывать. Мне кажется, больше, чем я выпрашиваю лайки, ну, даже дети не выпрашивают на детских каналах. Цербер Тату, спасибо за подгон. Вот. По поводу планшетов, кстати. Купил я сыну планшет, iPad, довольно экономненький, за 20 тысяч, до сих пор не сделал на него обзор. Но если планшет, то iPad, поэтому особо делать обзора смысла нет. Но, 30 раз но. Идет мне китайский планшет, на C какое-то название, идет уже 2 месяца. Если придет, расскажу. Я его не покупал, мне его послал производитель. Очень часто то, что присылают производители, не приходит. Что в карман не положишь? Спасибо, в карман не положишь. Дима, фу. Я не понял к чему, но окей. Вот, дальше. Дальше что делаем? Дальше мы, наверное, разыгрываем. 54 человека у нас участвуют в розыгрыше 4 триггеров. Новеньких больше нет. Новенькие, я надеюсь, добавятся. Спасибо, сладкий пирожочек. ТВС до 1500 рублей. Единственное, это QCY T7 T8 из вкладышей и с дотычек AirDots 2. К розыгрышу. Да. Все. Не давите на меня. Именно это я собирался сделать в первые 15 минут стрима. Но опешил от того, что стрим оказался общим. Общим в понедельник. Меня убьет сын. Я разбил его игрушку. Так, рандомно один из 54 человек. И я думаю, что сейчас мы посмотрим, кто у нас есть из них. Как-то было все проще до этого. Давайте я фотографировать не буду, или вы поверите? Давайте сфоткаю, ладно. Это как-то неправильно тут. Нет, сфоткаю. Короче, я сфоткаю и добавлю для получается IP, сейчас подожди 5 секунд, добавлю список спонсоров для, собственно, спонсоров, чтобы вы примерно понимали, какие вы там. А я потом посчитаю. Не, мне кажется, у меня это дело гиблое не получится, короче, вам придется мне доверять. Ну, ввиду того, что там всего 54 человека, не так это и много. Вот и сборка Lego Online. Не. Дальше. Случайное число, правильно? Извиняюсь за повтор, не слышал бы ответ или нет. Посоветуй часы с оплатой по Сберу. Цена-качество Mi Band 4 не подходит. А почему Mi Band 4 не подходит? Я не знаю, чем по Сберу оплачивать. Вот серьезно. Могут только... Я говорю, в телеграм-канал в взаимопомощи подпишись, потому что у меня таких не было. Может быть, были, но я даже не обращал на это внимания. Сходу не скажу. Ну да, смысла мне обманывать в этом нету. Вообще никакого. 54. Так, видите чего-нибудь? Смотрим. Что-то там видно. В общем, буду ждать, пока сфокусируется. 32-й. 32. Снизу считаю 32 и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. IP 12, если что. Глеб 13, Никита 14, Дмитрий 15, Михаил 16, Данил 17, Дима 18, Игорь 19, Рубзе 20, Вячеслав 21. Вячеслав, ты даже спонсор. Алекс Тьюб 22.
Паша Булгак 23, Про Кубик 24, Зло 25, Алекс 26, Кен Горз 27, Гонщик 28, Михаил 29, Денис 30, Шеховцев, Максим 31 и следующий барабанная дробь Александр Кабор. Один день. А, нет, без розыгрышей. Коуп Бум. Да, ты почти выиграл. Коуп Бум. Есть кто? Сейчас я напишу. Почему-то человек новый сегодня. Коуп. Так что пиши мне адрес, по возможности, если ты здесь. И я тебе, кстати, напишу, чтобы ты написал. И я сделаю все, чтобы отправить его тебе завтра. Но с утра, если ты ответишь. Коуп Бум, ты здесь? Влад, поздравляю. Да, поздравляю Коуп Бума с победой. Вот. Лайками поздравим. Где-то загрустил один Александр. Да, где-то как-то. И не один. Сфоткать экран, вставить и в Word выслать нам, как типичный юзер. Ну а почему бы нет? Так, извиняюсь за повтор, не слышал бы ответ или нет. Ты уже ответил по поводу часов, к сожалению, я вам не подскажу, видите? Наше поздравление, Зло, Виктор, Валерия, он уже был тут, да. Удачливый товарищ, да, сегодня подписаться и сегодня же выиграть триггеры. Триггеры норм, я играл ими, мне понравилось. Во всяком случае, даже как подарок пойдет. И мы его не нашли, да? Ну, с шаляви. Всем спасибо большое, что пришли на стрим. Стрим очень хаотичный, странный. И вот там человек, Коуп Бум, который выиграл 2 пары триггеров. Но, я думаю, следующий стрим с розыгрышем Huawei Watch GT 2, пусть они и не новые, и как часики, как браслет, но даже без единой царапины, слышите, как девственная. Вот, слово корректное все-таки. Вот, вот эти часики разыграю в следующий понедельник, также среди спонсоров, а потом я разыграю GTS 2E. Удачи, отличный вечер, до связи. Женька, было приятно тебя видеть. Не верится, что выиграл. Коуп Бум, напиши мне ВКонтакте, в описании есть мои данные. Окей, сразу адрес. То есть индекс, ФИО, сотовый и адрес полный. Вот. Так что завтра я тебе это дело пошлю. Еще раз поздравляю. Давайте заканчивать. Спасибо, что пришли на стрим. Следующий стрим в воскресенье, если ничего не изменится, для всех. И в понедельник стрим с розыгрышем, скорее всего, будет закрытый. Но если народ напишет внизу ВКонтакте и спонсоры не будут против, то может быть общий стрим с розыгрышем, но с сообщениями только от спонсоров. Хотя, наверное, нет, понедельник следующий все-таки закрытый сделаем, прям закрытый, чтобы я вообще мог всего, чего вам интересного рассказать, окей? Закрытый или открытый? Я спрашиваю у спонсоров, так как только они могут в чат писать. Спонсоры. Женька, Андрей, Кингман, Зло. Саня, ты в Калининграде или Ленинграде? Сейчас я в Ленинграде. Закрытый. Будет закрытый тогда. Все, не-не-не. Все. И еще раз прошу прощения у спонсоров, что он был открыт. В прошлый раз был закрытый стрим. Можете посмотреть его. Он был повеселее чуть-чуть. Пусть смотрят это Дима. Как хочешь. Варвар, окей. Спасибо за стрим. Ларкас, тоже приятно было. Все, Генка, все будет закрыто. Скузи еще раз. В следующий раз, если я вдруг по каким-то неясным мне причинам сделаю открытый, я его сразу закрою и сделаю закрытый. Всем добра, спасибо, что смотрите. Могу, кстати, этот стрим сейчас сделать закрытым. Делать? Model Party? Можно, да, можно всякое разное рассказывать. Хотя потом будут все равно копипастить, но это не особо и важно будет. Спокойной ночи, Игорь, счастливо, Генка, счастливо, пока-пока. Тогда не буду делать закрытый этот стрим. Нет. Ок. Все, закрываюсь. Спасибо, что пришли. Завтра будет обзор на GTS 2. Критичный. Так что, если кто-то планирует покупать, сначала купите, потом смотрите. Вот. Думаю, не стоит его закрывать. Окей. Да, сегодня был душевный такой, странный. Нечаянно. Стрим нечаянно. Все.
Опа.